Проектор с Full HD разрешением и яркостью в 7000 люменов. Объектив с ручной фокусировкой. Интерфейс на базе Android, Bluetooth и Wi-Fi соединение на борту. Отличная цветопередача, хорошая четкость картинки, минималистичный дизайн. Вдобавок материалы не худшего качества. Возможность транслировать экран с вашего смартфона и не только. Плюс есть сенсорная панель для удобства использования, цифровая коррекция трацепеидальных искажений плюс-минус 100 градусов, функция 6D. Все это и не только ждет вас в проекторе под названием Взятка C6i. Кто не в курсе, Взятка — это очень крупный бренд по производству проекторов, очень популярный на Али. Они продают давно, много и много фанатов. Хотя они не идеальны, учитывая стоимость и стоимость тех же Самсунгов, ну вы понимаете. Но все ли так красиво, как нам преподносится в рекламе, сейчас я расскажу. Спойлер, разумеется, нет. Всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня мы с вами попытаемся отдохнуть от обычных будней и новостей, потому что мы будем с вами тестировать довольно обычный девайс. Обычный в чем? Мы уже привыкли к тому, что проекторы из Китая плотно зашли в нашу жизнь. Я, допустим, первое время удивлялся, а кто же пользуется этой штукой, зачем она нужна? И постепенно вы, мои зрители, убедили меня в том, что она нужна. Особенно людям, которые любят что-то где-то прятать, людям, у которых нет места для того, чтобы поставить телевизор, или самый стандартный вариант и самый стандартный ответ, где используют народ проекторы? Правильно, на дачах. На дачах, в загородных домах и подобных местах. Коробка максимально китайская, упаковано все так, как будто они готовились к пересылке Почты России. Ну, Почта России это дело мне и пришло, как вы понимаете. Распаковываем и видим глянцевый пластик. Хотя больше он похож в каких-то местах даже на матовый. Ладно, это все лирика. Это Взятко. Количество проекторов, которые они выпускают, просто космос. Все они бюджетные. Все эти проекторы, практически все, можно встретить на моем канале. Обзоров было море. И что мы видим? Мы видим в первую очередь то, что на линзе есть крышка, которую можно снимать. Крышка снимается не так и просто, но главное, она есть. Следующий момент. Здесь у нас ручная настройка фокуса, то есть никакой автоматики, скорее всего, не будет. Следующий момент. Это кнопки, сенсорная панель. Здесь у нас радиатор, скорее всего, и здесь тоже, чтобы все это дело не перегревалось. Что у нас имеется на борту? HDMI выход, один, второй, то есть их два USB-A, один VGA-шный и поднаушники и AV кабель. Плюс питание. Здесь я вижу динамик. Мы имеем вот такую маленькую пимпочку, при помощи которой данный проектор может менять свое положение. Вот сейчас посмотрите, здесь несколько ризок. При помощи, получается, 5 ризок мы можем менять угол. Интересного пока ничего не вижу. Все интересное будет уже, наверное, в программном обеспечении. Мы вспоминаем 90-е годы а-ля 3D. Прошу никого не смеяться. Это, можно сказать, назад в будущее. Как мне правильно говорят, Саня, готовься делать обзоры кореньев и плуга. Кабель питания тоже максимально длинный. Можно их по отдельности потом будет продавать. Кабелье. HDMI кабель. Максимально простенький, но тоже, как я вижу, с запасом. Вполне возможно. Да. Ну, длинный. Молодцы, не экономят. И VGA-шный, который еще найти надо. Не знаю, куда вы сможете его применить. И зачем он вам нужен будет. Напишите, кому он гипотетически может чем-то помочь. Следующий момент. Пульт управления стандартный максимально. Напоминаю, что с таким вещам обычно покупают аэромышку. Она стоит рублей там 800, наверное, сейчас уже. Разумеется, он идет без батареек. Салфетка для протирки линзы на борту. Что хорошо. Это вам, конечно, не яблочная за 2000 рублей, которая уже 4000 рублей, если не 6, и если ее вообще можно купить. Но все же. Android User Guide. Продают в Россию, а инструкция на английском. В принципе, неплохо, всем будет точно понятно. И дополнительные болты. Зачем это? Наверное, в перспективе для ремонта. У меня идет также в комплекте, как вы можете заметить, опять же, по ссылке в описании к видео, есть комплекты вместе с креплением. Вот такая хитрая штуковина. Я думаю, все прекрасно понимают, как здесь, куда, что нужно прикручивать. Все более чем плотное и добротное.
Крепить на стену не буду, но вещь полезная. В целом впечатление пока, ну, китайский Китай, притом довольно неплохо. Вот этот пластик белый и серый выглядит очень даже прилично. Я бы сказал, максимально прилично, особенно вот эта вот серая штука. Смотрим. Розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 6 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом. Перейдем же к проектору. Полетели. В продаже два стандартных варианта расцветки. Это белый и черный. Корпус выполнен полностью из матового пластика. Дизайн стандартный для проекторов. Как по мне, выглядит хорошо. Габариты 317 на 239 на 120 мм. Вес внушительный 2 кг 732 грамма. На верхней части расположили сенсорную панель, которая при нажатии подсвечивается сильнее, чем в режиме ожидания. Ей пользоваться удобно, но я привык больше к пульту. Далее есть область с механизмом для фокусировки, вручную, разумеется, и регулировка Keystone на 15 градусов по вертикальным осям. По бокам проектора находится отверстие для охлаждения, а в рекламе заявлено, что там 2 динамика, что уже добавляем к минусам, разумеется. Обманывать нехорошо. На дне есть краткая информация, 4 съемные антискользящие ножки, за которыми находится отверстие для крепления к кронштейну, 1 выдвижная ножка, а также есть съемный фильтр, который прикручен шурупом. К сожалению, нет никаких отверстий для крепления на штатив, его можно установить непосредственно только на какую-то поверхность, либо воспользоваться кронштейнами. С тыльной части находится панель с разъемами и ИК-приемник, а с фронтальной части стеклянная линза с пластиковой крышкой для объектива. Также на борту имеется 1 динамик, звучание неплохое, громкости хватает. Летим дальше. Процессор 4-ядерный МТК 9255, не топ. Графический процессор G31 MP2 тоже. Операционная система на базе 10-го Android, и вряд ли она будет обновляться, C6A Smart. Оперативная память DDR3 на 1 гигабайт, где они ее нашли, я не знаю, и внутренняя память на 16 гигабайт. Разрешение 1920 на 1080 точек Full HD. Если, конечно, верить заявленным характеристикам, то досмотрите до конца и узнаете, о чем речь. Яркость составляет приличные 7000 люменов, коэффициент контрастности 8000 к 1. Для того, чтобы получить картинку на 150 дюймов, проектор должен находиться от экрана, внимание, на расстоянии около 5 метров. На 100 дюймов 3 метра, и для 84 дюймов это 2 метра 55 сантиметров по моим тестам. Поддерживает аудиокодек Dolby AC3, Wi-Fi однополосный на 2,4 ГГц, Bluetooth версии 4.2, печальный старый. Подключить Bluetooth колонки или наушники можно, но лично у меня задержка в звуке была около 2 секунд, так что сами думаете, надо это вам или нет. Мне удалось транслировать картинку с iOS устройства с iPhone, конечно, она подвисает, и смысла как такового в этом ноль, а вот с Android транслировать у меня не получилось, так как приложение Android Cast отказывается работать с этим проектором, хотя с другими проекторами этого бренда работало. И, к слову, не только у меня данная проблема, именно с этой моделью. Далее, интерфейс удобный, русский язык в стоке. На борту есть Play Store, есть файл-менеджер. Скачанные приложения не все запускаются, что фейл. В настройках можно отрегулировать картинку по вашим нуждам. К примеру, можно с помощью электронного зумирования уменьшить или увеличить картинку на 50%, а не на 25%, как во многих других проекторах. Также есть электронный Keystone по вертикальным и горизонтальным осям. И если вам этого мало, то есть еще функция 6D Keystone для регулировки каждого угла. Также на борту стандартные настройки устройства, такие как дата, часовой пояс, язык, сброс до заводских, установка обоев на главные экраны и подобное. В принципе, менюшки у них похожи у всех. При просмотре видео через YouTube проблем не возникло. Все быстро прогружается, картинка не тормозит и, конечно же, максимальное качество для просмотра Full HD. Только вот меню, в котором можно настроить цветовую температуру и так далее, на YouTube не действует, и это странно. В метре от проектора в среднем громкость выдает 88 дБ, уровень шума 45 дБ. Стоковая цветопередача неплохая, мне лично понравилась. Детализация очень хорошая, цвет кожи в некоторых случаях отдает холодным оттенкам, глубина есть, черные оттенки передает не совсем корректно. Возможно, с прошивками это дело пофиксят, но на данный момент довольствуюсь тем, что есть. А белые оттенки проектор передает хорошо. Также есть проблема с цветопередачей оттенков синего и красного цвета. Верхние края четкие, а вот снизу слегка размыто, но в использовании это не мешает и при просмотре фильмов вообще незаметно. Текст читается хорошо, но только начиная с 6 размера текста и выше. Ниже уже нечитабельно. Транслируемая картинка с ПК по кабелю легко. Играть в игры, честно говоря, комфорт. Я торможений вообще не заметил. Напоминаю, что я описываю его работу в стоковых настройках. Все можно подкрутить под себя, работать будет лучше, но это уже другая история. В целом, картинка мне очень понравилась. Минусы есть и очень таки, скажем, весомые. В первую очередь, я бы хотел отметить тот момент, что AIDA 64 показывает разрешение 1280 на 720 точек. И Android 9 версии. Насколько это правдивые показания, я лично сказать не могу, но у большинства людей, купивших этот проектор, дела обстоят так же. Кому-то повезло, и в AIDA показывает заявленный 1920 на 1080, а кому-то нет. Далее, по мне, он немного шумноватый. Нет возможности стоковым приложением транслировать экран с Android, хотя не думаю, что это нужно, так как при трансляции с iPhone с 13 Pro
Pro, напоминаю, картинка тормозила. С Android-устройства будет точно так же. Также отнесу к минусам то, что ручное управление колесиками для регулировки фокуса неплохо так люфтит, хоть и ход плавный. Цена по ссылке в описании к видео. Если промокоды посмотрите в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. Для примера, сегодня была Nova 9, кто понимает, о чем я, от Honor, всего за 34 900 рублей я себе купил. Но их, скорее всего, уже выгребли, их было всего 20 штук. Вдруг на момент вашего просмотра будут подобные такие веселые в данном этапе жизненного нашего развития предложения, может, успеете приобрести. Да и Mi Band 6 по 3000 рублей, учитывая какой курс, это более чем выгодное предложение, по мне. Резюмирую, при всей его яркости, лично я просматривать видеоконтент с открытыми шторами не могу. То же самое, если включать свет. Но после использования негативных эмоций у меня не осталось. Надеюсь, что незначительные проблемы с цветопередачей уберут с новыми прошивками. Мне однозначно проектор понравился. Интерфейс удобный, ничего лишнего, все, что нужно под рукой. Качество материалов отличное, как и качество картинки для этой стоимости в долларах. Подписываемся с колоколом, ставим лайк за труды, подписываемся на телеграм-канал взаимопомощи. Мне кажется, YouTube скоро закроют. И телеграм-канал скидок. Не забываем также еще установить VPN обязательно и надеяться, что нам не обрубят интернет полностью. Хотя это тоже вероятно. И я не паникую. Пока. Девайсу сомнительное. Да, добра и удачи вам, дорогие друзья.